Привет! Это канал «Из князя в грязи» и я, Дмитрий. Задумывались ли вы, какие вообще бывают квадроциклы и к какой категории относятся квадры, на которых все мы ездим? Мы задумались, тема оказалась интересной и многогранной. А пока думали, в голове родился еще один вопрос. Какой квадробренд самый популярный в нашей стране? Сегодня предлагаем разобраться во всем этом вместе. А чтобы подтвердить данные, которые нам удалось раздобыть, напишите в комментариях, на квадроцикле какой марки вы ездите или что планируете приобрести. Скучно не будет. Поехали. CF, AODAS, Lansing, Stealth, BRP, Polaris, Sharmax, Русская механика. Это наиболее популярные бренды, названия которых первыми приходят в голову. Существуют и другие, но в жизни они встречаются намного реже. Все эти производители производят модели различной кубатуры, размеров и назначения. И раньше все они были просто квадрами. Но на какие классы и типы они все же делятся? И к каким категориям относятся? Чтобы было нагляднее, по ходу нашего разговора я буду заполнять простую схему, чтобы в конце получилась четкая и целостная картина. А начать стоит с того, что же такое квадроцикл. Строгого определения нет. Поэтому под этим понятием подразумевается четырехколесное транспортное средство высокой проходимости с мотоциклетным мотором. Квадроциклы попадают под постановление правительства номер 796 от 12 июля 1999 года. И с того времени ничего не менялось до декабря 2023, когда управление квадроциклом стало возможным с категориями А и Б, хоть и с большими нюансами. До этого времени все квадроциклы попадали под категории А1 и А2, а постановка на учет осуществлялась исключительно в Гостехнадзоре. Кстати, постановка на учет нужна только для выезда на дороги общего пользования. Изменений, которые мы озвучили ранее, сейчас мы касаться не будем. Это очень обширная тема, и мы над ней уже работаем. Вскоре опубликуем отдельный ролик, поэтому не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить его. Итак, начинаем классифицировать. Первыми обозначим всем известные утилитарники. Они разрабатываются для выполнения широкого круга задач: транспортировки крупногабаритных грузов, буксировки, уборки территорий, а значит являются универсальными. Утилитарный мотовездеход – это не только ценный помощник рыбака и охотника для перемещения по пересеченке и ценный помощник в хозяйстве, но еще и супер кайфовая штука для диких покатушек. Их преимущества: увеличенная грузоподъемность и мощность двигателя, увеличенная высота шасси и крепкая ходовая, улучшенная проходимость за счет увеличенного диаметра колес и глубиной протектора шин. Этот тип квадроциклов характеризуется и большим количеством пространства для размещения багажа. По сути, это идеальный выбор для сельской местности и работ на хозяйстве. Вроде все ясно. Все мы ездим на утилитарных аппаратах. Все критерии сходятся. Но, вопреки расхожему мнению, это не так. И дальше узнаете почему. Спортивные квадроциклы предназначены для любителей драйва и скоростной езды. Они отличаются более высокой скоростью и лучшей управляемостью за счет пониженного клиренса и обтекаемого аэродинамического корпуса. Чаще всего они не оснащаются багажниками. Спортивные версии квадроциклов облегченные и укороченные, а на борту меньше топлива, ведь они не рассчитаны на преодоление больших расстояний. Этот тип квадроциклов больше подходит для скоростной езды по подготовленным участкам, асфальту, гоночным трекам и другим относительно ровным поверхностям. К недостаткам относятся жесткая ходовая и отсутствие бардачков и багажников, а вождение требует опыта управления спортивными мотосредствами. Туристические квадроциклы предназначены для перемещения на дальние расстояния. Это значит, что они лучше защищены от перегрева двигателя, а также более комфортны для райдера за счет увеличенного корпуса и полноценных, полноразмерных сидений водителя и пассажира. Шины рассчитаны на низкое давление, а высокий просвет и глубокий рисунок протектора шин позволяют беспрепятственно проезжать по песку, грязи и болотистой местности без риска увязнуть. Гарда, лебедка и фаркоп присутствуют по умолчанию. Туристический квадроцикл станет незаменимым помощником как для путешественника, так и для рыболова и охотника. Каждый оценит несомненные плюсы этого типа квадроциклов, такие как полноценное седло на 2 человек, различные отсеки и багажники, прочный корпус, усилители руля и повышенная проходимость. Недостатком является стоимость, поскольку туристические квадроциклы являются узкоспециализированной техникой, а усиленные силовые элементы достигаются за счет более дорогой технологии производства. Выходит, что все мы туристы, а не утилитарники, хоть и в большинстве своем позаимствовали у них большие колеса.
2 сиденья, причем комфортных, а иногда еще и с подогревом, бардачки до багажники, усилитель руля, безусловно, и не простой, а с несколькими режимами. Все мы любим комфорт и красоту. Именно поэтому мы и производим различные аксессуары для персонализации техники, надежные и удобные держатели для наиболее популярных планшетов, например, Samsung ActiveTab и Blackview, стильные колпаки на колеса квадров всех марок, шильдики, эмблемы и крышки бензобаков с любыми логотипами и надписями. Удобные бардачки, как, например, на моем любимом квадроцикле Lansin 1000 и 1000 Mat. Их владельцы больше не мучаются с мойкой непонятно для чего установленных подстаканников, а кайфуют от того, что вся необходимая мелочевка находится в прямом смысле под рукой, чистая и сухая. Переходите в наш магазин, ссылки на него в описании, и выбирайте то, что вам по душе. А мы подберем цвета, подходящие стилю вашего квадроцикла, и с удовольствием сделаем вещи, которые будут вас радовать. Копаясь в различных трактовках и определениях, я ни разу ни в одном документе не встретил понятия выноса или чего-то подобного. Получается, что его наличие или отсутствие никак не влияет на положение и позицию квадроцикла в классификаторе. Выходит, что подход продавцов в салонах, когда они говорят «нужен вынос, берите утилитарный», а если вынос не нужен, берите туриста, в корне неправильный. Любой квадроцикл может быть оснащен и выносом радиатора, и, к примеру, шнуркелями. И переживать за это должны только инспектора Гостехнадзора или ГИБДД при постановке на учет. Но это мы разберем в одном из следующих роликов о том, какая категория прав нужна для квадроцикла. Трициклы. Их определение четко прописано в ГОСТе. Зачитаю, чтобы ничего не исказить. Трицикл – трехколесное транспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубов и скоростью выше 50 км в час. Расположение колес может быть двоякое. Либо 2 колеса спереди и одно сзади, либо одно колесо спереди и 2 сзади. Второй вариант встречается чаще ввиду удобства управления таким транспортом. Достоинство трицикла на бездорожье – это все 3 колеса в контакте с поверхностью, облегченная общая масса и простота конструкции. Однако, как и у всего нас окружающего, присутствуют недостатки. Меньшая проходимость, неустойчивость, несовпадение колеи переднего колеса с задними, но и очень сложно реализовать полный привод на 3 колеса. В целом, в качестве внедорожника трициклы выступают намного реже, чем квадроциклы, поскольку проигрывают последним по всем параметрам. Лично я видел их вживую только на спецмероприятиях и выставках. В лесу встречать не приходилось. АТВ. Расшифруем. Это аббревиатура от слов All Terrain Vehicle, что означает возможность одинаково комфортной езды как для техники, так и для владельца транспортного средства по любым дорожным и внедорожным покрытиям. Ключевой особенностью является малый вес. Габариты тоже меньше. Такая техника более ремонтопригодна за счет упрощенного конструктива, но и она имеет свои недостатки. К ним относят никакущую грузоподъемность и меньшую комфортабельность. Ну, это официальная трактовка понятия. А нас с вами больше интересует практическая сторона. На практике под понятием АТВ понимают квадроциклы в целом. Этой аббревиатурой называют спортивные команды, клубы, обозначают квадроциклы на видеохостингах и социальных сетях. Поэтому проведем стрелки ко всему, что на 4 колесах и без руля. ССВ. Эти модели оснащены автомобильным механизмом. На квадроциклы такого типа ставятся автомобильный руль и педали. Сиденья тоже расположены, как в автомобиле, рядами и друг за другом. В отличие от квадроциклов с мотоциклетной посадкой, ССВ зачастую обладают больше колесной базой и колеей, что минимизирует возможность опрокидывания на поворотах, а также способствует лучшей управляемости при езде на высоких скоростях. Больше внимания уделено и безопасности. Усиленный каркас защищает при переворотах, правда с оговорками. Необходимы двери и сетки на окна. Иначе при боковых столкновениях или переворотах человек выставляет в сторону препятствия руку или ногу, и о печальных последствиях этих действий даже говорить не хочется. Также, если это не предусмотрено конструкцией изначально, может быть установлено лобовое стекло. Это дает максимальный комфорт при езде по грязи, но при условии, что оно с дворником. Утилитарные ССВ обладают кузовами с высокой грузоподъемностью от 250 до 500 кг. К примеру, одна из моделей от BRP оснащена двигателем Rotax, который развивает до 195 лошадиных сил. Кабины ССВ могут вмещать от 2 до 4 человек. Комплектуются, как и туристические квадроциклы, усилителями руля и полным приводом с возможностью блокировки дифференциала. ЮТВ квадроциклы – это отдельный вид,
преимуществами которого является автомобильная посадка и вместительность. Существуют модели даже с 6 посадочными местами. Также их отличает безопасность за счет усиленного каркаса и ремней безопасности. Они могут комплектоваться полноценной аудиосистемой и бортовым компьютером, а грузоподъемность может достигать 500 кг. Недостатками являются увеличенный радиус поворота, габариты и более высокая стоимость в сравнении с аналогичными квадроциклами. Однако и здесь мы пойдем немного вразрез официальным трактовкам. Как и АТВ, аббревиатура ЮТВ в жизни давно стала нарицательной и обозначает все багги как вид. Поэтому объединим между собой стрелками все подвиды. Все, наша сводная таблица сформирована. Как видите, в современном мире, управляемом маркетологами, все безнадежно переплетено, и разобраться, что и что, крайне проблематично. Да и надо ли? Главное, чтобы рынок предлагал все лучшие варианты по более низким ценам, а все мы получали удовольствие от езды и как можно меньше времени тратили на ремонт и восстановление техники, чего я вам и желаю. Не забудьте написать в комментариях марку и модель вашего квадроцикла, чтобы помочь нам выявить самые популярные. Подписаться, чтобы не пропустить фильм о количестве официальных продаж брендов в России, а также обязательно посмотрите ролики о навигации для квадроциклов и багги. Они получили много отзывов и кажутся интересными. Одно из них о простом и быстром создании треков, а другое о том, какие устройства лучше подходят для использования в виде навигатора. Получившуюся табличку я добавил в общедоступную папку, в которой ты найдешь карты, слои, готовые маршруты для путешествий и иные информационные материалы, доступные к скачиванию. Мы пополняем эту папку с каждым роликом, поэтому не забудь про подписку и колокольчик. На сегодня все. Ссылка на папку в описании. С вами был канал «Из князя в грязи». Катайте по полной. Пока.